Еще 100 лет назад ваша национальность могла зависеть от того, носителем какого языка вы являетесь. Чтобы уничтожить нацию, достаточно было отнять у нее язык или же навязать чужой. Сегодня мы очень сжато обсудим, какие языки вы можете услышать на Кавказе, а также к каким языковым семьям они относятся. В дальнейшем мы исследуем каждый из них по отдельности, если на то будет ваше желание. Не забывайте подписываться, чтобы увидеть новые выпуски. Отдельно хотелось бы выделить тех, кто с помощью платной подписки помогает жить этому каналу. Если вы хотите быть в их числе, под видео есть ссылки, где вы сами можете найти удобную для вас сумму дотаций. Спасибо каждому за оказанную помощь. Я это очень ценю. А мы начинаем. Учитывая, что на Кавказе живет большое количество этносов, языков и диалектов здесь также великое множество. Чтобы не запутаться, давайте составим схему. Изначально стоит отделить автохтонные кавказские языки, что не входят ни в одну известную языковую семью, от тех, что существуют где бы то ни было еще помимо Кавказа. Автохтонные языки делятся на абхазо-адыгские, нахско-дагестанские и катвельские. Они появились на Кавказе и существуют сами по себе, не имея связи с языками извне. Остальные же относятся к индоевропейской и алтайской языковым семьям. Абхазо-адыгские языки делятся на абазинский, абхазский, адыгейский, кабардино-черкесский и убыхский. Нужно сказать, что абазинский и абхазский составляют одну ветвь и являются очень близкими, а адыгейский и кабардино-черкесский многие лингвисты вообще называют диалектами одного адыгского языка. Убыхский на данный момент уже не имеет носителей, так как последний человек, знающий этот язык, скончался в начале 90-х. Нахско-дагестанские языки делятся на несколько ветвей, всего же в них входит почти полсотни языков. Давайте глянем на основные. Нахская ветвь состоит из бацбийского, ингушского и чеченского языков, а также лингвисты иногда выделяют галанчожский диалект. Насчет его классификации у ученых пока нет единого мнения. Лезгинская ветвь, состоящая из лезгинского, табасаранского, агульского, рутульского, цахурского, удинского языков и, что важно, сюда же когда-то входил и агванский язык, он же язык Кавказской Албании. Далее идет даргинская и лакская ветви, и самой большой считается аваро-андацесская ветвь дагестанских языков. Выделяют также хиналукский язык, некогда входивший в лезгинскую ветвь, однако сейчас он выносится отдельно в составе нахско-дагестанских языков. Грузинская или же картвельская языковая семья состоит из сванского, ласского, мигрельского и собственно грузинского литературного языка. Все они восходят к единому протогрузинскому языку. Общая численность носителей южнокавказской языковой семьи около 5 миллионов, западнокавказской от 2 до 4 миллионов, восточнокавказской до 4-5 миллионов человек. Нужно учитывать, что на Кавказе большинство жителей двуязычны, а иногда один человек может знать и более 2 языков, потому численность носителей может быть неточной и показывает лишь общую ситуацию. Лингвисты выдвигали несколько гипотез относительно близости всех кавказских языков, так как они стоят особняком от всех остальных языковых семей. Одна из наиболее известных – гипотеза советского академика Чикобава, нашедшего общее между всеми автохтонными языками Кавказа. Но на данный момент большинство ученых ее отклоняют. Неавтохтонные языки, имеющие влияние на Кавказе, относятся в основном к 2 языковым семьям – индоевропейской и алтайской. Последняя состоит из тюркских языков, таких как турецкий, азербайджанский, кумыкский, карачаево-балкарский, нагарский и туркменский. Из индоевропейской семьи на Кавказе можно найти славянские языки – иранский, армянский и греческий. Самым значимым, конечно же, является русский язык. Им владеет почти все население Северного Кавказа и значительная часть Южного. Осетинский и татский язык относятся к иранским языкам, армянский и греческий составляют отдельную ветвь индоевропейской языковой семьи. Что важно знать, греки на Кавказе в основном используют понтийский диалект греческого языка и являются потомками изгнанных 100 лет назад из своих земель в Анатолии,
откуда они бежали в Грузию и на Кубань. Подобная ситуация и с армянами. Стоит отметить, что языки восточно-кавказской и западно-кавказской языковой семьи не имели своей письменности, но использовали арабскую вязь, латиницу и в данный момент кириллицу. Этносы тюркских языков использовали архоно-енисейское письмо, но на данный момент также используется латиница и кириллица. Такие языки, как греческий, армянский и грузинский, используют свою письменность по сей день. شبكة دجسوء قباركم يا قداش عوش يبلونش قد قبلاغا قاتنر زي شيش تربيدان قزمير بوبلم تقسيبش إيش تكما شيش خرجتشو يا قوشي يا قلمي لشغات خكوت صار أخون دل فبزر زغاب زر بزاغا كرم يقابا قشاغا إيجغا فقط هن خرزي أخم كمونا نفا أفاس أخما شيش كما ثلاث ربج أريج أريج وقافات التاجا Маршал Дышик эфиряю Кирилловича Амин выпуск студияю Акбулатова Раис. Кадыров Рамзан Санкайтир Рассиндешран министра Васильева Ольгит Санкайтрях дейт среди ногчи республикан Мехал Долхаташ Ишты школышках сменя дешерт дуэз качем бацаш Ишт керл дешран заведение гышло щер юшхалар Ишт дейт среди лакарч юк еш корматалин дешран бух киуран алшунах ляцна ногчи пачхалхан университетан юкар айлш юшхалар Васильева Ольгин декюз и качем бацаш министр тешуир юшкастурях шагодир дуэл SCP-096-ის სურათის ჩვენებას არ ვაპირებ, თუ რატომ ამას ახლა ვეგაიგებთ. ხშირად მას მორცხვ ბიჭს ეძახიან. ის მოთავსებულია ფოლადის ყუთში და აუცილებელია ყუთის ყოველკვირეულად შემოწმება, რომ გატეხილი არ იყოს, ან ხვრელი არ ქონდეს გათხრილი. როდესაც საქმე SCP-096-ს ეხება, არ არსებობს რაიმე სახის ვიდეო დაზვერვა. მისი ნებისმიერი სურათი უნდა განადგურდეს. მისი დახატვაც კი არ შეიძლება. ის ჰუმანოიდივით გამოიყურება და გრძელი კიდურები აქვს. აქვს ცარიელი მკრთალი თვალები და პირის გაღება შეუძლია ნორმალურ ადამიანზე 4-ჯერ ფართოდ. Dediler ki yo bu müstakil devletti dırnak arası. Uzun yıllar bunlar müstakil devlet gibi yaşıyor ve onlar Azerbaycan'dan müstakillik almalıdılar. Bir kelime de yoktu. Paşinyan ne oldu be? Bu ne oldu Paşinyan diyesen birçok iller erzinde dillerde kalacak. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'a. Reks elirdin. Ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Göre gitti status. Görba gör oldu status. Yoktu status. Ve olmayacak. Хварзан Хауот, эфире информационной программы «Иристон», студии Цомати Рима. Ачикори Уарашей, аты царгутихаца фембалди еумаяк бун. Адаман фарстата даттун сабун, аты муниципалун, регионалун, ама федералун хецавади ивангтама. Ауахан фембалти танур цупараймаг анз арас цаунца Уарашей президенти Фандун Магаска. Есан уатта кусун райдаттунца дуада сахатибал, ама кустунца изари ас сахатима. Այս փուլում ամենակարևորը ներքին կայունությունն ու անվտանգությունն է, ինչից հետո կարելի է խոսել մնացածի մասին։ 3 հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք չի պատրաստվում անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Առաջին հերթին պետք է երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի իշխանության անձեռնմխելիությունը, ինչ նկատի ունեմ։ Спасибо за просмотр. Чтобы увидеть следующие выпуски, не забывайте подписываться на YouTube канал, а также в Инстаграме. Финансовую помощь каналу можно оказать по ссылке под видео. Напишите в комментариях, какие языки знаете вы и на какие темы хотели бы увидеть дальнейшие видео. И как обычно, мир вашему дому.